Ребята, всем привет, я Алекс Курч, это канал Crazy Train. В сегодняшнем очередном видео я хочу вам рассказать сразу про два альбома. Я решил объединить их в одном видео, потому что они хоть и различаются друг от друга, но в принципе объединены хотя бы своей жанровой принадлежностью к так называемому атмосфере Black Metal. И начну я с российской группы из Свердловской области, группа Винтаар. Проект существует не так уж давно, но у них в их портфолио уже более чем 30 альбомов. Так вот, например, 22 год еще только начался, как начался, еще не прошло его половина, а проект уже выпустил целых 3 полноформатных альбома. В 2021 у них было их сразу 6. И вот один из них, из альбомов 2021 года, я сегодня покажу. Называется он так многообещающе: «Винтаар разорвет вас в клочья, Tear You Down». На обложке мы видим довольно мрачную картину, когда мрачная, согбенная фигура в капюшоне с голубым фонариком в руке идет. И в горбу, наверное, с десяток мечей у него воткнут, а сверху из ветвей деревьев свисают такие петли от виселицы. Вообще выполнен диджипак классно, он 6-полосный, внутри здесь есть тексты песен, фотографии участников группы. Один вот даже не переодеваясь из косухи занимается косьбой, так косой помахивает с улыбкой. Так, это издание выпущено коллаборацией 3 лейблов: Satanat Records, Valgrind и Svanrenium Music. Если я что-то неправильно произношу, то это только потому, что я не знаю, как это правильно произносится. Довольно диковинное название, кроме Satanat Records, пожалуй. Сейчас сразу начнем говорить о звуке. Звук этого альбома, в принципе, характерен для такого вот направления, как Depressive Black или Atmospheric Black Metal. Он в меру сыроватый, но для Black Metal вполне достойный. Вокал злобный скрим, причем такой не всегда высокочастотный. И из-за особенностей произношения и какого-то вот способа окончания фраз, мне иногда это напоминало вокальные места Егора Летова, когда он в конце фраз таким ором как бы прокрикивает последние слова в строчках песен. Так, на альбоме 8 треков, 7 из них это полноценные песни, и 8-й трек это переработка, что ли, второй песни, просто другая ее версия. Характерными особенностями этого альбома и вообще атмосферик Black Metal является смена ритмов в течение песен от замедления к каким-то ускорениям. Так и здесь все это сохранено. Здесь, на этом альбоме, кроме, пожалуй, пары песен, о которых я чуть позже сейчас скажу, характерно еще наличие соло, таких высокочастотных гитарных соло. Может быть, даже где-то из арсенала панк-рока, что ли. Например, вот на ранних альбомах Гражданской обороны тоже там довольно такие простенькие высокочастотные гитарные соло постоянно проходили. Это характерно не только для панк-рока. Например, вот недавно я слушал блэковую команду Type Primordial, наверняка многие знают ее. Там тоже не так часто, как в этом альбоме, но такие вот высокочастотные соляки на одной струне тоже проскакивают. Для меня лично вот этот вот фактор наличия этих соляков оказался несколько раздражающим. Если бы их было поменьше, или может быть гитара была как-то в этих моментах прописана как-то более атмосферно, то возможно ложилось бы на слух мягче. Скажу, что из всех 8 песен первые 2 мне понравились больше всего, и особенно вторая вещь, которая характерна тем, что она самая блэковая, самая быстрая и самая агрессивная. Меня именно это в ней и зацепило. Вторую песню я похвалил, а третью, следующую за ней, немножко поругаю. Она на контрасте выглядит по сравнению с предыдущей
песни довольно-таки прямолинейно, и в ней присутствует какое-то очень спорное решение, какой-то риф такой, то ли из арсенала heavy metal, то ли альтернативного металла. И вся она как-то немножко выбивается из общей канвы альбома. Так, а сейчас перейдем к следующему альбому, который я решил показать в сегодняшнем видео. Это украинская группа Укронах. Надеюсь, я правильно произношу. Опять же, это их дебютный полноформатный альбом, и он выпущен в коллаборации сразу из 4 лейблов. Причем все эти лейблы находятся в разных уголках нашей планеты, от России до Чили. Сейчас я их попробую перечислить. Grim Distribution, Krasta, The End of Time Records и Kuyen Production. Возможно так, или Cayenne Production. Так, посмотрим на артворк. Лично мне вот артворк очень понравился. Это какие-то заснеженные склоны гор. Очень интересный логотип в виде каких-то засохших веток. Внутри тексты песен на черно-белом таком сером фоне, какие-то руны. Задник с технической информацией, тоже склоны гор. И вот мне очень понравилось, как выполнен компакт-диск, логотип лейблов и логотип группы. Довольно-таки внушительно выглядит. Теперь переходим к музыке. И да, это атмосферный black metal. По большей части неторопливый, но очень мрачный, холодный, с таким сыроватым, но достойным звучанием. Для этой музыки характерно такое, знаете, как пояс на перегонах. Он то ускоряется, то замедляется, как-то маневрирует, и это начинает потихонечку вас укачивать ваше сознание, и вы постепенно проникаетесь вот этой атмосферой какого-то путешествия в каких-то холодных пространствах. Для гитарных рифов этого альбома мне показалось характерно присутствие каких-то таких наезжающих, кочевых, что ли, слегка грувовых элементов в рифах. Они как бы вас потихоньку постоянно подталкивают к тому, чтобы вы окончательно не задремали, что ли, не погрузились в эту укачивающую атмосферу. Вокал на альбоме представляет из себя низкий такой харшевый скрим, и местами он мне показался похож на вокальные ходы группы Самоним, хотя между ними не так много общего на самом деле. Из 7 треков альбома я бы для себя и для вас тоже, возможно, выделил 2. Это 3-я композиция, которая характерна таким депрессивным, мелодичным характером своим, и 7-я, где вступительный риф, и он там повторяется в течение песни, довольно зловещий, такой мрачный. Итак, вот мои рекомендации вам на сегодня. 2 замечательных альбома из жанра атмосферик black metal, Винтар и Укронах. Побольше вам хорошей музыки. Если вам понравилось видео, не стыдитесь поставить лайк, подписывайтесь на канал. Ну и до свидания, мир вашему дому.